Добрый день, дорогие друзья! Данное видео — это дополнение к нашей полной и основной инструкции о том, как заказать с AliExpress в Крым в 2020 году. Ссылку на полное видео оставлю в описании под роликом, советую сперва посмотреть полное видео, но адрес доставки заполнить так, как будет сейчас показано. Стоит помнить, что дополнение 24 и 24+ также работает, но нужно сделать небольшие изменения. Друзья, если кто-то будет делать новый аккаунт на AliExpress, рекомендую воспользоваться нашим выгодным промокодом для новых пользователей AliExpress именно на первый заказ. Данный промокод предоставляет скидку 250 рублей при сумме заказа от 500 рублей и выше. Правильное написание данного промокода и срок его активности также в описании. Данный промокод работает только для новых пользователей AliExpress и только на первый заказ. А кому интересно посмотреть, что такое не новый пользователь, для сайта AliExpress можно поставить на паузу. Еще больше купонов и промокодов публикую в телеграм-канале, в котором делюсь со всеми активными купонами и промокодами для сайта AliExpress. Рекомендую подписаться каждому, ссылка в описании. Вчера, делая тестовые заказы с AliExpress в Крым по дополнению 24 и 24+, заметил, что появилась ошибка, в которой написано «Заказ не завершен, правила AliExpress не позволяют отправлять эти товары в выбранную страну-регион». Про данную ошибку было сделано отдельное видео на канале и рассказаны все причины ее появления. Но одна причина немного изменилась. Ссылку на данное видео оставлю в описании под роликом, и за мои старания поставьте, пожалуйста, лайк. Заранее спасибо. Ну а мы переходим на страницу редактирования адреса доставки и посмотрим, что же изменилось. На данный момент адрес доставки заполнен как в дополнении 24+, но единственное, что изменилось, это изменение кода нашего мобильного телефона. Код нашего мобильного телефона 978 уже давно заблокирован, и мы изменяли его на 988. Но теперь код 988 также попал под блокировку на сайте AliExpress. И на данный момент первую цифру нашего кода мобильного телефона 9 нам надо изменить на 8. И мой код мобильного телефона 978 стал 878. Или, естественно, можно использовать другой свой реальный номер телефона с другим разрешенным кодом. Далее в графе улица все осталось без изменений от дополнения 24+. Также можно добавить название своего крымского города, но надо написать его исказив, чтобы AliExpress не понял, что это название нашего крымского города. Иначе появится ошибка с оповещением, что правила AliExpress не позволяют отправлять эти товары в выбранную страну-регион. В комментариях по данным роликам можно спросить написание своего города, ведь уже кто-то заказывает по инструкции с AliExpress в Крым именно ваш город. Далее край Краснодарский край, город Краснодар, и в графе почтового индекса надо первую цифру своего настоящего крымского индекса изменить на цифру 1. Мой настоящий крымский индекс 299 814, и именно поэтому у меня указано 199 814. Более подробно про почтовый индекс рассказано в нашей полной инструкции, ссылка в описании. Также обязательно при выходе с сайта AliExpress надо обязательно удалять свой адрес доставки. Ведь если не удалить свой адрес доставки, то AliExpress через некоторое время может потребовать ксерокопии наших документов на проверку. И появится такая ошибка, в которой написано «Заказ не завершен, для оформления заказа перейдите по ссылке и подтвердите адрес». Более подробно про данную ошибку рассказано в отдельном ролике, ссылку на него также оставил в описании. Ну а при заходе на AliExpress снова заполняем адрес доставки, делаем свой заказ, и после этого сделанного заказа снова удаляем свой адрес доставки. Далее в информации для таможни указываем свою фамилию, имя и отчество, так как написано у нас в паспорте. И более ничего заполнять не обязательно, но если AliExpress со временем будет требовать заполнения других паспортных данных, то можно смело удалить свой адрес доставки и заполнить его снова. И таким образом дополнительные данные заполнять нам будет не обязательно. Давайте вернемся к графе улицы и разберем его подробнее. В первую очередь написано название моей улицы, улица Луговая, через пробел написано номер дома 66, и если есть квартира, то через пробел нужно написать слово «квартира» и указать номер квартиры. Например, квартира 33. Далее обязательно пишем слово «отделение» и пишем свой настоящий крымский индекс, разделяя его словами слитно. Также пробелы очень обязательно, но стоит помнить, что двойные пробелы на сайте AliExpress также запрещены. И далее через пробел можно указать название своего города, о котором мы поговорили. Рабочее написание своего города можно спросить в комментариях, спрашивайте и получайте ответы. Далее, друзья, делая заказы на сайте AliExpress, также рекомендую обязательно пользоваться кэшбэк-сервисами, чтобы возвращать
получать проценты со своих заказов. И после этого выводить накопленные деньги с кэшбэк-сервиса себе на карту или в онлайн-кошелек. Кэшбэк-сервисы – это такие сервисы, которые договариваются с онлайн-магазинами о том, что будут приводить клиентов. И за покупку приведенными клиентами кэшбэк-сервисы получают проценты. И этими же процентами они делятся с нами. Чтобы получить кэшбэк, нам надо зарегистрироваться на данном сервисе, ссылку оставил в описании под роликом. Ну а далее в магазинах находим сайт AliExpress и нажимаем на него. Далее жмем перейти в магазин, и через 3 секунды нас перекинет на сайт AliExpress, где мы будем заказывать, как и прежде. И кэшбэк после нашей оплаты на сайте AliExpress появится в нашем кэшбэк-сервисе, а именно в профиле, в разделе «Финансы». Ссылку на данный кэшбэк оставил в описании под роликом, переходите, рекомендую и сам пользуюсь. Друзья, также заметил, что наш всеми любимый VPN-протокол Hola теперь не всегда работает бесплатно, поэтому рекомендую пользоваться дополнительно VPN-протоколом Touch и VPN Super для телефонов на iOS. У кого на примете есть хорошие и бесплатные VPN-протоколы с регионом Россия, напишите, пожалуйста, в комментариях. И поставьте, пожалуйста, лайк под роликом, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Всем спасибо за просмотр, всем пока.